Сегодня я приготовлю 4 салата, где главным героем торжества будет, пожалуй, самый сезонный овощ зимы – это свекла. Она сохраняет пользу даже в жареном, вареном и маринованном виде. В ней содержится бор, марганец, железо, которые активизируют кроветворение и регулируют обмен веществ. Так что употреблять свеклу достаточно здоровое дело. Накануне праздников, думаю, некоторым из вас будет интересно украсить праздничный стол одним из тех салатов, которые вы увидите в видео. Каждый из салатов, которые я буду готовить сегодня, рассчитан на 2-3 человека. Свекла заранее отварена и охлаждена. Начнем? Все ингредиенты вы видите на слайде. Вы можете нажать паузу и записать их. Первым делом заливаю 50 грамм изюма кипятком и оставляю его на 15 минут. Я заранее отварила 2 яйца с добавлением соли в воду, чтобы их было легче чистить. Очищаю яйца от скорлупы и натираю их на крупной терке. Салат будет состоять из слоев, поэтому все ингредиенты перекладываю в отдельные тарелки. Теперь на мелкой терке натираю 50 грамм твердого сливочного сыра. Если вы хотите, чтобы сыр не прилипал к терке, смажьте ее растительным маслом. Чищу 1 зубчик чеснока. Можно удалить из него сердцевину, чтобы вкус не был чрезмерно резким. И натираю его на мелкой терке. Вместе с сыром и 1 ложкой майонеза перекладываю чеснок в тарелку и хорошенько перемешиваю. Промыв под проточной водой, чищу от кожуры 1 морковь и натираю ее на мелкой терке. Кстати, самая длинная в мире морковка выращена британским фермером Джо Атертоном. Ее длина достигла 5 метров 84 сантиметра, что превышает длину автомобиля среднего класса. Сваренную свеклу я натираю на крупной терке. Прошло где-то 15 минут. Пора доставать из ванны изюм. Сливаю воду. Теперь буду собирать салат. Я буду использовать кольцо для салата. Самый первый слой – натертые яйца. Разделите их на 2 части, так как у нас будет 2 слоя из яиц. Аккуратно выравниваю ложкой и сверху выкладываю слой сыра с чесночком и майонезом. Далее слой свежей моркови. Она в этом салате ответственная за сочность. Следующий этаж – тонкий слой майонеза и натертой свеклы. Выкладываю изюм, он придаст нотку сладости. Затем майонез и снова яйца. Слой сыра, чесночка и майонеза. Снова морковь. Смазываю ее майонезом. И самый верхний слой – свекла. Салат нужно охладить в холодильнике минимум 1 час. Дело за малым. Осталось снять кольцо и украсить салат. Тут уж чем душа желает. Я использовала формочки для пластилина и вырезала из моркови и картофеля вот такие фигурки. Этот салат имеет в составе куриную грудку, которую я предварительно отварила и остудила. Нарезаю ее кубиками. Можно взять и другое мясо. Пересыпаю куриные кусочки в тарелку. Я заранее взвесила 50 грамм грецких орехов, которые измельчаю ножом в небольшую крошку. Шинкую пучок зелени. Я использовала укроп и зеленый лук.
Но думаю, с петрушкой будет еще вкуснее. Свеклу нарезаю такими же кубиками, как и куриную грудку. Для пикантности добавляю ко всем ингредиентам один небольшой зубчик чеснока, натертый на мелкой терке. Для заправки этого салата нужно смешать 1 чайную ложку неострой горчицы, 2 столовые ложки сметаны, 1 ложку мягкого сыра и щепотку соли и молотого черного перца. Все перемешать, и можно радовать животик. Потрясающее сочетание орехов, зелени и чеснока. Хорош салат, хотя и очень прост в приготовлении. Следующий салат подойдет людям, которые соблюдают пост. Беру 200 грамм консервированной кукурузы. 1 вареную свеклу нарезаю на небольшие кусочки. Этот салат чем-то напоминает винегрет, и готовится он только из растительных ингредиентов. Часто бывает, что не получается открыть крышку на банке. Но вот вам лайфхак, чтобы быстро открыть банку и снять крышку без усилий даже женскими руками. Порой это бывает сложно, если не знать простой трюк. Показываю, как это сделать за секунду. Сожмите пальцы, как в видео, и слегка прижмите ладонями крышку. Вуаля! Минимум энергозатрат, и банка открыта. Если огурцы маленькие, возьмите их больше. Их нужно нарезать на кусочки такого же размера, как и свекла. Ну как же без луковицы? В этом салате она не помешает. Половинку синей луковицы нарезаю на тонкие полукольца. И измельчаю небольшой пучок свежей зелени. Ну вот и все. Быстро, вкусно и не калорийно. Осталось добавить черный перец, соль и вкусное растительное масло, от которого и будет зависеть вкус этого салата. Следующий салат вы точно не пробовали, но все по порядку. Сначала заправка. Смешиваю 2 столовые ложки масла, 2 столовые ложки апельсинового сока, 1 чайную ложку меда, половину чайной ложки горчицы, сухой чеснок и соль. Проще всего все перемешать в банке с крышкой, чтобы можно было легко взболтать. Очищаю от кожуры 1 плод небольшого авокадо. Для этого разрезаю его пополам, каждую половинку еще на половинки и снимаю шкуру. Потом мякоть авокадо нарезаю на полоски. 1 свеклу нарезаю на слайсы. У меня есть вот такая универсальная терка, с помощью которой можно сделать вот такие узорные колечки. Из первой половины апельсина я выжала сок для соуса. Вторую половину разделила на дольки и их нарезала пополам. В тарелку выкладываю микс салата, авокадо и свеклу. Далее кусочки апельсина и сыр фета. Посыпаю семечками или можно фисташками. И всю эту красоту заливаю соусом. Получается фейерверк вкусов. Сочный, вкусный, необычный и очень легкий салат к праздничному столу готов. Приятного аппетита!